Всем привет! Видео без лишних слов и идеальный педикюр из прошлого. Покопавшись в своих архивах, я нашла видео, которое было записано несколько лет назад, и я решила показать его вам. И также вместе с вами произвести разбор ошибок. Свое мнение по поводу этой работы я выскажу в конце видео, а ты свое пиши в комментариях. Вначале, как вы уже увидели, я обработала рабочую поверхность, а точнее ноги, антисептиком, и считаю, что сделала вполне правильно. Следующий процесс, который решила совершить, это опилить торец ногтя, зашлифовать его и, видимо, выровнять свободный край, насколько это возможно. Интересно твое мнение. Пилить ногти нужно еще с грязюкой, либо вначале ее очистить, а потом переходить к опилу? Напиши в комментариях. Гелевый фруктовый ремувер наношу на околоногтевую кожу. Наношу достаточно обильно. Апельсиновой палочкой помогаю распределиться средству в те места, в которые мне необходимо. Время экспозиции 2 минуты. Затем сразу, не убирая средства, начинаю работать с кутикулой. Пушером подталкиваю кутикулу, приподнимаю ее. Также в этот момент очищаю ногтевую пластину от птеригия. После размягчения кожи ремувером очистить грязь из-под ногтей становится намного легче, что я и делаю с помощью экскаватора. Возможно, кто-то поймет меня неправильно, но это мой самый любимый процесс в педикюре. Многие говорят: фу-фу-фу, как можно работать с ногами. На самом деле все намного проще. Ребята, ваши ноги не бывают там, где бывают ваши руки. Поэтому работать с ногами намного приятнее. А пока вы пишите комментарии, я продолжаю наслаждаться процессом. И щипчиками срезаю бахрому кутикулы. Также избавляюсь от сухой кожи на боковых валиках. Затем беру алмазную насадку почкой с синей насечкой и подчищаю остатки птеригия. Делаю это на форварде справа налево, а затем на реверсе слева направо. Затем все той же насадкой раскрываю кутикулу, а сменив на алмазную насадку шар, избавляюсь от ненужных остатков. Взяв насадку конус с диаметром побольше, обрабатываю всю околоногтевую кожу более подробно. Так как здесь планируется педикюр с покрытием, необходимо подготовить поверхность ногтевой пластины. Для этого бафиком я убираю глянец с ногтя.
Делаю это хаотичными движениями слева направо и справа налево. В общем, шурую бафиком так, как мне удобно, без лишних заморочек. Далее безворсовой салфеткой, смоченной в клинсере или спирте, сейчас я точно уже не помню, протираю все ногти. Тщательно прохожусь в синусах и боковых пазухах. По-быстренькому на ногти наношу Ультра Бонд, который сохнет на воздухе. Беру базу фирмы JD Coco. Это жесткая, жидкая база. Именно то, что идеально подойдет для педикюра. На ногах она носится отлично, и это уже проверено годами. Базу, как обычно, наношу втирающими движениями, аккуратно прохожусь около кожи и не забываю запечатывать торцы ногтя. Подробная инструкция, что нужно делать с базой после нанесения на ногти. Стандартные процессы закончились, а дальше самое интересное. Я беру полигель. Кстати, это полигель дешевенький, но в работе он обалденный. По небольшой капле оставляю на некоторых ноготках. Искусственной кистью, смоченной в спецжидкости, я распределяю полигель, а точнее достраиваю уголки. Как вы могли заметить, ногти обломанные и свободный край абсолютно неровный. Опиливать ногти дугой, естественно, нельзя, чтобы ногти не врастали, поэтому я решила достроить уголки, что, собственно, сейчас и делаю. Подобное наращивание, а точнее до наращивания, я делаю без форм. Это делается быстро, легко, и ногти получаются тоненькими. А чтобы не добавить ногтям ненужный объем, переход полигеля я максимально сглаживаю и никакой толщины не добавляется. Снимаю дисперсию с ногтей. А чтобы при покрытии гель-лаком не было видно бугра перехода к полигелю, быстренько бафиком зашлифовываю место перехода. Пилочкой смягчаю углы и выравниваю торец. Убираю пыль. Беру гель-лак фирмы SNDSE номер 104. Это нежный, приятный персиковый цвет. Цвет ложится плотно в один слой. Плотно прокрашиваю под кожей и около кутикулы, не используя абсолютно никаких дополнительных кистей. А как это сделать, можно посмотреть в моих предыдущих видео. В некоторых местах после первого слоя проплешины все же видны, поэтому повторяю покрытие гель-лаком. Далее для модного дизайна, как тогда, так и сейчас, я беру голографическую фольгу для литья и кракелюра. Хорошенечко ее жамкаю. Перепечатываю фольгу на липкость от гель-лака.
После фольгу и гель-лак необходимо закрепить. Для этого использую топ без липкого слоя фирмы GD Coco. Этот топ супер глянец. И даже при педикюре спустя месяц остается красиво блестящим. А где купить все эти товары, ты найдешь в описании под видео. Также я удалила все ненужные волоски на пальцах. Если честно, они меня жутко раздражают. А вы делаете это своим клиентам? И берете ли за это дополнительную плату? Нанеся масло для кутикулы на кожу, с помощью силиконового полировщика втираю его в кожу. И как я обещала, мое мнение по поводу проделанной много лет назад работы. Вначале все было, конечно, хорошо, затем еще лучше, ну а в конце просто идеально. И результат также получился бомба. Спасибо за просмотры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, увидимся в следующем видео, дальше больше, пока-пока.